Брюссель – столица одной из самых маленьких стран Европейского Союза – Бельгии, расположенной на крайнем северо-западе Европы, на побережье Северного моря. Ее территория всего 30,5 тысяч квадратных километров. Сами бельгийцы шутят, что, въезжая в их страну на автомобиле, надо успеть затормозить, иначе можно оказаться в соседнем государстве. В Бельгии установлена конституционная монархия, но полномочия короля Бельгии очень ограничены. Ни один подписанный им документ не имеет юридической силы без утверждения правительством. Трон передается по наследству, по мужской линии. Чтобы не допустить вмешательства монарха в дела государства, члены его семьи лишены права занимать должности министров. Считается, что в Бельгии проживает немногим более 10 миллионов человек. Однако это очень приблизительные данные, поскольку бельгийцы традиционно не любят переписи населения. Это одна из немногих стран, где участие в данной процедуре не является обязательной. Бельгия состоит из 9 провинций: Антверпен, Брабант, Льеж, Эно, Люксембург, Лимбург, Намюр, Восточная и Западная Фландрия. Удивительно, как такую маленькую страну умудрились поделить на такое количество частей. Они управляются губернаторами, назначаемыми королем. На территории провинции Брабант находится Брюссельский столичный округ, который состоит из 18 коммун. Одна из этих коммун – город Брюссель с населением в 150 тысяч человек. Но в широком смысле Брюссель – это весь округ с населением почти 2 миллиона человек. Поскольку Брюссель – это не только столица Бельгии, здесь находится Европарламент, штаб-квартиры НАТО и других международных организаций, то каждый 4-й житель является иностранцем. Ключом к пониманию многих особенностей Бельгии и ее столицы является двуязычность. Пожалуй, ни в одной стране толерантной Европы нет такой четкой внутренней языковой границы, которая была введена в 1963 году. Северные провинции Бельгии, Фландрия, Антверпен и Лимбург населены фламандцами, язык которых напоминает голландский. Он относится к германской группе, поэтому жители северной провинции свою столицу называют Брюссель с немецким ударением. А южную часть страны – Эно, Намюр, Льеж и Люксембург – населяют валлоны, говорящие на одном из диалектов французского. Здесь столичный город называют так, как мы привыкли – Брюссель. Брюссельский округ – единственный субъект Бельгии, где официальными являются оба языка. Ведь здесь как раз происходит смешение двух народностей с большими различиями в культуре и менталитете. Это приводит к острым разногласиям, вплоть до нешуточных дебатов о разделении страны. Корни этих дебатов следует искать в истории. Первое упоминание о Брюсселе в летописях относится к XI веку, но достоверность этих сведений не подтверждена другими источниками. Кем и когда был основан город, до сих пор точно неизвестно. Территория, на которой расположен Брюссель, находилась тогда во владениях Франкского королевства. Скорее всего, город был заложен в эпоху правления мировингов, господствовавших в V-VIII веках. Название происходит от слов «брюц», что на старонидерландском означает «болото», и «селла», что значит «поселение». Город получил выгодное географическое положение, обеспечившее ему процветание на многие века. В окрестностях Брюсселя пересекаются важные торговые пути, связывающие Германию и Францию с побережьем Северного моря в районе Ла-Манша. По легенде, Брюссель был основан в VI веке святым Гагериком или Сен-Жери. Достоверно известно, что в 977 году император Оттон II из саксонской династии, властвовавший в Германии с 919 по 1024 год, предоставил во владение Карлу, потомку императора Карла Великого и брату франкского монарха Лотаря, герцогство Нижняя Лотарингия. По инициативе Карла с целью защиты земель Нижней Лотарингии от набегов викингов на реке Сенна было воздвигнуто укрепление. Неподалеку от него построили храм святого Горика, куда герцог переместил мощи святой Гудулы. Эти события подробно описаны в более поздних хрониках. Изобилие деталей и их совпадения в различных источниках не оставляют сомнений в истинности сведений. Однако летописцы умалчивают, существовал рядом с крепостью на момент ее основания город Брюссель, или же он возник позже. Вполне возможно, что до строительства крепости здесь существовало торговое поселение, которое не раз подвергалось уничтожению со стороны тех же викингов, в эпоху раннего Средневековья державших в страхе всю Западную Европу.